умеем защищать свою территорию. Ну, не знаю, если ему так хочется сказать, пусть скажет. Из 19 штук 4 сбили. Умеем защищать. Ну, хорошо, пусть Рюта считает так. Но это должны быть тайные переговоры. Если ты заставишь человека потерять лицо, все, тебе конец. Тебя съедят твои ближние окружения. Это уже не боец. Вот те, кто придет с фронта, это и не афганцы. Это совсем другие люди. Вокруг афганцев рушилась страна. Они понимали, что только они сами могут себя защитить. И очень часто хватали чужое. Сейчас нет. Все-таки режим более или менее выстроен. Страна выстроена. Всем привет. Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь это я, журналист Евгений Ширяев, мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события, в основном военные. Здравствуйте. Рад, конечно, что снова мы вместе с вами. И сегодня у нас 50-й выпуск. Вспомним, что в году 52 недели. Но это значит, что мы не спеша приближаемся к годовщине выхода нашего появления нашего канала. Ну, движемся не спеша, так же, как и на фронте. Все события тоже происходят у нас не спеша, как вы поняли. Потому что, да, если основываться на последних сводках Минобороны, которые они публикуют в телеграм-канале у себя, за минувшую неделю российские войска заняли 3 населенных пункта. Один в ДНР, это Марково, а также Хорошая и Новоселовка в Днепропетровской области. Да, еще одно заявление было о том, что группировка войск «Восток» завершила занятие территорий в ДНР, которые были отведены ей. Да, на своем участке. Свою операцию, грубо говоря, завершила. Ну, она будет сейчас помогать другим. Ну, понятно, наверное. Фронтам, логично. да, это понятно. Но, в общем, именно там, вот на самом южном участке Донецкого фронта, действительно, войска продвигаются российские наиболее последовательно, неуклонно, хотя и так же точно не спеша. И там случаются контратаки ВСУ, конечно, но... Тем не менее, таких вот сюрпризов мощных, какие ВСУ преподнесли российской армии за последние 2 недели в районе Покровска, их нет, почти нет там. Я хочу сказать, что вообще-то про этот участок, как правило, даже украинские комментаторы говорят так скороговоркой или стараются вообще не говорить, потому что там вот просто эта тенденция на продвижение, она... самый заметный, такой неуклонный. Вот. Но наиболее важные события, пожалуй, что происходили, помимо, конечно, безусловно, вот, района Мирнограда и направления на Доброполье, всего Донецкого фронта, важнейшие события происходили вокруг Купянска. Уж так сложились обстоятельства, вот, по хронологии. Получилось так, что сначала... На заседании Герасимов объявил, что половина Купянска занята и контролируется, а потом уже после этого, значит, неожиданно вспыхнули, так сказать, бои, посыпались сообщения новостные один за другим, всевозможные демонстрации флагов и так далее. Ну и сейчас уже стало понятно, что да, север Купянска относительно контролируется, или там плотно контролируется, ну никакая не половина города, тем не менее. Вот эта вспышка, это для меня прямое следствие заявлений Герасимова. Вот как. Ну, в Купянске действительно есть серьезное продвижение, и туда и украинцы тоже перебросили резервы. Очень много сообщений в украинских пабликах о переброске войск на Донецкий фронт России, о концентрации, там называется место, там в районе Шахова все это происходит. Но не совсем это подтверждают российские источники, но в общем целом все согласны с тем, что действительно имеется существенный резерв накопленный вот в этом месте, который может быть использован. Пока, наоборот, за последние 10 суток количество активных действий российской армии на Покровском фронте снизилось. То есть, как бы, не то, что полное затишье, но относительно снизилось. И вот этот резерв, присутствующий там незримо для нас, для всех, он, конечно, видимо, ждет своего часа. Но
если он будет использован. Но я поэтому и думаю, что все впереди, в ближайшие пару недель. Грешным делом в голове родилась такая конструкция. Уж не решил ли командующий генеральным штабом на свое 70-летие устроить какое-то наступление? Ну, стал проверять, разговаривать с людьми, и, в общем, и сам об этом понимал, что, в общем, это такая конструкция, скорее, сенсационная. Дело в том, что такого типа операций, ну, серьезные, большие, они все-таки планируются загодя, задолго, за несколько недель. Юбилеи тоже задолго планируются. Правильно. Но тут вот одна штука есть. Ты, когда начинаешь за несколько месяцев планировать такое наступление, у тебя все на бумаге гладко. Но противник-то оказывает сопротивление, он твои планы разрушает, он контрудары наносит и так далее. И вот так вот подгадать за 4-5 месяцев точное развитие событий прямо к 70-летию, ну, плюс-минус неделя, ну, практически нереально. И поэтому, ну, все пришли к мнению, что нет, все-таки это не юбилейное наступление, это просто, так сказать, заранее подготовленная такая плановая работа, вот так скажем. Тем более, что мы еще и не видим результатов этих планов. Да. Все впереди. А что происходит с Покровском сейчас, с Мирноградом? Вот во всех этих районах идет оседание российских очень небольших штурмовых групп, буквально по 2 человека. Все еще. Они продолжают накапливаться в городских кварталах. И количество городских кварталов, в которых они замечены, все больше и больше увеличивается. Назвать это зоной уверенного контроля нельзя. Но ты знаешь, вот в голову какая мысль пришла? Ведь мы же показывали, как при увеличении линии фронта истончается ткань армейская, допустим, так сказать, Украины, да, потому что не хватает бойцов. И вот сейчас дошло до того, что не просто загибами всевозможными там эта линия фронта искусственно увеличивается, ну, не искусственно, а специально. И да, украинцы уже привыкли в такой обстановке работать, но сейчас уже оно дошло до пика, до предела. Где ты стоишь, там и линия фронта. Хоть у себя в тылу, хоть у противника в тылу и так далее, где-то квартал. Все, линия фронта сошлась между лицами 2 бойцов. И, конечно, в такой ситуации, когда все перемешалось, да, преимущество будет иметь тот, у кого больше бойцов. Это однозначно. Вот это просто какое-то торжество арифметики для меня. По крайней мере, вот в Покровске вся зима будет вот такая. И я думаю, что продвижения будут так, как вот ты в свое время заметил, что мы будем констатировать занятие какого-то пункта или квартала только тогда, когда он окажется глубоко в тылу российской армии. И тогда мы скажем, да, занято. А все остальное пока будем просто принимать к сведению все заявления. Особенно сумятицу вносят вот это количество населенных пунктов, названных одинаково. И вот на прошлой неделе дошло до того, что был населенный пункт Нелеповка, в том самом вот как раз территории Константиновка, Покровск, Северск, на том фронте. И эта Нелеповка, я же помню, ну точно совсем недавно она была. Просто чуть-чуть отмотал карту, буквально вот совсем небольшое расстояние, еще одна Нелеповка. О какой речь-то идет? Никто же даже... Ну, я смотрю, естественно, на карты, поэтому я понимаю, о какой речь идет. Но если без карты, если без карты, то с ума сойдешь. Дело в том, что на Украине невероятное количество, особенно на левобережной Украине, невероятное количество повторяющихся названий. Ну, да. Я сам вот на это попался. Один раз мы обсуждали теоретический переход под контроль российской армии месторождения в районе там, Великой Новоселки, месторождение лития. Ну, это вот в связи с этим заключенным по редкоземельным металлам договором Трампа и Украины. И вдруг сделал ошибку. Я понял, Шевченко там был населенный пункт. Тогда уже залез в энциклопедию
увидел в географическом словаре, что их больше 160 штук в Украине, населенных пунктов с названием Шевченко. Более 2000 объектов всевозможные, там памятники, памятные там всякие знаки и так далее, с фамилией Шевченко. То есть на Украине просто Шевченко это введет в заблуждение любого. И кроме этого огромное количество других образовывались, когда заселялась левобережная Украина. Там всякие новоселки, верхние, нижние, большие, лиманы, малые, там, и так далее. Да. Красные лиманы, просто лиманы. Все это, конечно, сказать, нагружает наших зрителей излишней информацией, я так скажу. Вот. Но, в общем, по большому счету, мы будем всегда это оговаривать. Имейте в виду. Ты сейчас говорил о том, что резервы, увеличение резервов отчасти, видимо, зависит от увеличивающихся и уменьшающихся выплат в разных регионах. Но в целом вообще этот вопрос солдат, военнослужащих, которые получают большие выплаты, потом возвращаются с фронта, это вопрос, который все больше, конечно, заставляет задуматься, особенно в контексте того, смогут ли они потом получать те же самые заработки. Об этом недавно было написано материал Reuters, со ссылкой на источники в Кремле. Уж не знаю, Reuters, конечно, надежное. Но это вообще-то вещь очевидная. То, что люди, которые вернутся в очень больших количествах после установления мира на Украине, в России, но часто не смогут получать те деньги, которые они получали во время боевых действий. Ну, понятно, что боевые действия – это высокий риск, они расплачиваются своим возможным будущим, даже жизнью и так далее. И этот риск оплачивается. Все ясно. Конечно. Но в обычной жизни этого ничего нет. И, конечно, стрессы всевозможные, они, я гарантирую, что они будут, точно, совершенно. Правда, вот в этой статье, я тоже читал, там проводится линия разделения. Они сравнивают ветеранов Афганистана, которые вернулись, и вот ветераны, они почему-то их называют украинцами. Это какая-то липа. Я специально искал слово такого «украинцы». Как афганцы. Да. В приложении, не появилось. В приложении к ветеранам СВО нет. Это точно, совершенно. Это они придумали. Афганцы когда появились? Как уставившиеся? Прям сразу с 86-87 года уже. Конечно, это вот выдумали, в чистом виде выдумали журналисты или их источники. Вот. Но если на этом нет не зацикливаться, а просто исходить из цифр, 1700-800 может вернуться. На самом деле, с фронта, это очень приличный. Это с учетом тех тысяч, которые останутся в качестве миротворца на приграничных зонах. Да, но еще и надо иметь в виду, что многие уже вернулись, уже сейчас. Кто по ранению, у кого контракт закончился, и так далее. В общем, это все большая несопоставимо с афганцами. Афганцы одномоментно сразу с фронта только не возвращаются. Потому что 40-я армия была 115 тысяч человек. Вся 40-я армия. Вот, поэтому они были по призывам весенним, осенним, приходят, уходят, равномерный ручеек. А тут прям сразу, бах, сразу же демобилизация. Несопоставимые, конечно, масштабы, но что-то похоже, как после 1945 года, в 1946 году повалило из Германии огромное количество демобилизованных. Я думаю, что очень большая часть из них, конечно, им понадобится психологическая поддержка и так далее. Но самое главное, как это политически властью регулировать. Сейчас мы видим только, понятно. Попытки создать какие-то политические организации, через которые ветераны смогут встраиваться в власть, новые элиты, так называемые. Да, их каким-то образом привлекать, адаптировать. Но это единицы. В том-то и дело. А когда речь идет о сотнях тысяч? Значит, встанет вопрос об организации какой-то большой ветеранской общественной организации. Это я
Если этого не сделают, это будет страшная ошибка. Афганцы были предоставлены сами себе. И они очень быстро были поставлены в условия отрицательного отбора. То есть выживали самые негодяи, там, самые подлые и так далее, потому что нерегулируемый рынок, полное отсутствие практически правоохранительных органов в некоторых городах небольших, да, развитие бандитизма, все остальное, это быстро. Ты имеешь в виду под отрицательным отбором бандитизм? Да, когда к власти в афганских местных организациях приходили наиболее решительные, отчаянные, которые всех уговаривали о том, что надо ничего не бояться, брать бизнес чужой и так далее. В общем, все эти вещи. Сейчас, конечно, вот такого не будет. И предрекать катастрофу я бы не стал. Какие для этого предпосылки? Но не будет сейчас рейдерских захватов вооруженных. Не будет сейчас крышевания такого, как вот было в 90-е годы, которые афганцы используют. Не будет сейчас льгот на бесплатные, на беспошлинную продажу сигарет и алкоголя, которые им дали. Ничего этого не будет. Не будет шальных денег, которые просто снесли крышу многим афганским лидерам, да, когда они взрывать друг друга стали уже вместе с женами и с детьми. Да. Все. Вот этого точно не будет. Но если мы говорим о 700 тысяч человек, ни одна правоохранительная система не справится. Справится, если она будет совместно с политическим регулированием. Они сами политическое регулирование полагается на правоохранительную систему. Они сами уже не такие. Вот те, кто придет с фронта, это и не афганцы, это совсем другие люди. Вокруг афганцев рушилась страна. Они понимали, что только они сами могут себя защитить, и очень часто хватали чужое. Сейчас нет. Все-таки режим более или менее выстроен, страна выстроена. Никакого вот такого всплеска именно вот бандитизма я не предвижу. Есть еще одно наблюдение. Важное, оно будет иметь следствие вот в ближайшее время на фронте. Снова опубликованы данные Министерства финансов России о выплатах по контрактам. И у нас была серьезная очень просадка в июне, то есть в первом квартале, вообще в первом квартале, после первого квартала была просадка, и были даже такие, так сказать, дискуссии, что ручеек заканчивается вот этих вот бойцов, которые, так сказать, заключили только что контракты, да. Конечно, все это связывали с тем, что значительная часть регионов снизили вот этот бонус первоначальный, привлекательность контракта упала. Но вот по сообщениям, которые только что опубликованы, менее 30 тысяч в месяц заключили вот только что, и вот в августе уже 35. Опять начался рост. Посмотрели, и действительно, в целом ряде регионов опять подняли этот бонус. Получается, что это прям какая-то такой управляемый процесс. Что-то вроде реостата. Значит, увеличиваем бонус. Раз-раз пошли люди. Значит, 35 тысяч. Уменьшаем бонус. Хлоп-хлоп, меньше 30. Вот как-то так выглядит, по крайней мере, со стороны. Но это означает точно совершенно, что вот эти ножницы между количеством выбывших с фронта и прибывающих, они в пользу России. Вот, то есть тенденция сохраняется. Нет устойчивого падения притока вооруженной силы России личного состава. Нет, он не подтвердилось. Значит, исходим из тех соображений, которые у нас были в мае месяце. Вот все. Есть интересно, что сейчас большая часть войск, конечно, пытается действовать мобильно и параллельно вот с этой инфильтрацией. По всему фронту фактически войска Украины и России вошли друг в друга уже. Вот так прямо. Российские подразделения стараются перемещаться на технике очень быстро. Сначала я говорил, они над этим смеялись, сейчас это общее место. И вдруг вот на совещании министр обороны Белоусов сообщил, что с начала года, значит, более 20 тысяч в армию поставлено мотоциклов, багги, квадроциклов, вот таких вот средств малой мобильности, так скажем. И они носятся там буквально в смысле по полю боя и не обязательно даже перекрывают эту серую зону быстро.
но и еще и важно, что они вдоль фронта имеют возможность так маневрировать, ну, там на месте. Это, конечно, расходный материал. Они гибнут, эти квадроциклы, нещадно эксплуатируются, их тут же списывают, мотоциклы, все понятно. Но раньше, если только мотоциклы в ограниченных количествах могли быть в армии, ничего из этого вооружения. Да, а до конца, к Новому году, будет 35 тысяч поставлено всего. В общем, 35 тысяч прилично. Цифры, конечно. Да. Прилично, целый корпус боевиков. Ну, не боевиков, а штурмовиков. И вот какая штука интересная. Ничего этого нет, не может быть принято на вооружение. То есть не на вооружение, а просто по старым понятиям. Эта вся техника, она не фигурирует ни в уставах, ни в боевых наставлениях, нигде. Есть танки, бронетранспортеры, машины, есть мотоциклы. Как, грубо говоря, дроны, которые долгое время считались спецтехникой, которую нормально не регулировали, потом, значит, дроны стали относить уже к расходному материалу. Да. И вот здесь ровно то же самое. Ровно то же самое. Это вообще невиданная вещь, но уже техника, она в разряд расходников, ее даже и не учитывают. И тем не менее, в смысле, учитывают в планах. Интересно, в списке этой техники есть самокаты. Да, были самокаты, есть видео атаки на самокаты. Нет, видео-то я видел, я поэтому и спрашиваю, в этом списке техники там фигурируют, интересно, самокаты? Не знаю, но знаем только то, что много еще техники, вот аналогичной, малой мобильности, поставляются еще и волонтерами. Волонтерами, то есть не только Министерство обороны, то есть ее на самом деле еще больше. Вот это вот, и все это видно прямо сейчас. Почему я об этом так вспомнил сейчас? Потому что наступают последние денечки. Если тебе природа дает возможность каких-то активных действий еще под зеленым покровом, теплая погода, не раскисли дороги, да, вот все это можно использовать. Я имею в виду мотоциклы и так далее, по полям ездить. Дальше останутся только дороги. Да и то не факт, что мотоциклы по ним пройдут. Значит, если это проселочные дороги, да, не грунтовки. Этот резерв, о котором столько говорят в ВСУ, российской армии, он где-то должен сейчас быть использован, потому что скоро дожди. А эта вся малая мобильность, она не для дождей. Вот, квадроциклы, да, квадроциклы могут по любым ухабам ездить, на самом деле. Еще замечено, что появляется все больше и больше радиолокаторов малых размеров и малой дальности на вооружении операторов дронов. То есть оператор дронов в связке с радиолокатором. Радиолокаторы небольшие. Ты знаешь, среди них есть один локатор, который он мне хорошо знаком, и я его еще полгода назад смотрел его стоимость в интернете, да? Репейник называется. Он тогда, уже полгода назад, стоил 8 миллионов рублей. Интересно, сколько он стоит сейчас, но он одна из основ, на которых работает тот же самый Рубикон. Для того, чтобы тебе украинский дрон обнаружить, тебе нужен маленький радиолокатор. Ты не можешь огромный поставить, он бешеные деньги стоит. Но вот такой не понимаю. Но с другой стороны, 8 миллионов рублей не такая уж малая сумма. На самом деле, это тебе не мотоцикл, и не багги, не квадроцикл. Вот. Они также точно выходят из строя, потому что украинцы их атакуют. Одной из последних новостей, связанных с украинско-мировым сотрудничеством в области военных технологий, вот буквально на прошлой неделе мы говорили о заводах, которые на Украине или же за границей для Украины будут собирать технику. И вот появилась новая информация о том, что Великобритания с Украиной заключила военный контракт на производство на бешеные деньги, сотни миллионов фунтов стерлингов, дронов, новейших дронов. Там, в частности, говорится, Octopus. Во-первых, вот я уже этот процесс стал отслеживать с момента, когда пошли разговоры про эту «Фламинго», ракету, про которую мы говорили. Значит, сейчас уже я примерно себе составил представление, что это такое. Надо делить на 3 приблизительно все эти объявления. Во-первых,
Вот сейчас появилась информация, что Укрспецсистемы, значит, компания собирается строить в Миддлхолле завод на 11 тысяч квадратных метров для производства дронов. Вот компания, которая «Фламинго», значит, вроде как выпускает, обещает в декабре по 7 штук в день делать, что она будет строить завод в Дании для того, чтобы производить там твердое топливо. И таких сообщений мелких полно о том, что украинцы собираются строить за рубежом в содружестве с иностранными правительствами, да, и компаниями. И это все больше похоже на протоколы о намерениях. То есть все-таки больше. Вот в том сообщении, о котором ты сейчас сказал, там действительно прям цифры есть. По-моему, там больше 250 миллионов фунтов стерлингов первый этап. Это действительно, да, похоже на правду. Все остальное все-таки давай подождем, посмотрим, как оно будет. Но сама идея строить за рубежом очень правильная. Очень правильная, да. И здесь мы уже увидели, как завод «Байрактар» снесли он с лица земли. То, что глава бывший вот этой Blackwater, значит, Принц, по-моему, его фамилия. Эрик Принц, да. Да, сейчас... Основатель Blackwater, ну, который занимается в том числе военным бизнесом и разными соратниками Трампа. Да, очень хорошо понимает, что такое ЧВК, потому что у него самого ЧВК есть. Вот он как раз ищет возможность закупить компании, обладающие технологиями производства дронов и специалистов, операторов. Вот для ЧВК в слаборазвитых странах, в Азии, особенно в Африке и так далее, вот дроны в исполнении российско-украинского конфликта – это прям вот находка. Самое настоящее. Потому что там действительно, если тебе поручили что-то охранять и просто местных отгонять от какого-то трубопровода или там золотого прииска, тебе достаточно действительно контролировать территорию с воздуха и ударными дронами просто наносить точечные удары, чтобы просто люди близко не подходили. Там какие-нибудь исламские фундаменталисты или там бандиты какие-то местные, там, покушающиеся на власть и деньги. Вот в области слабых государств вот прям действительно это станет спасением. Это очень резко снизит риски. А вместе с рисками, конечно, снизит и страховое покрытие работы этих частных военных компаний. Я думаю, что он большой молодец, этот принц. Он отлично все понял сразу же. Ну, так же, как и наркомафия, как мы знаем, быстро все поняла. Что это такое? Ну, да, вообще в целом. А от обратного, если действовать, вообще можно ли использовать дроны для, например, охраны, для охраны публичных мероприятий? Например, кошмарная история только что произошла. Убили в Америке консервативного спикера Чарли Кёрка и убили на глазах у всех, потому что там вообще даже пройти можно было на эту лекцию, на выступление в университете без какой-либо охраны, там нету никаких металлодетекторов, как у нас обычно на всех массовых мероприятиях. А, например, дроны, они могут вообще использоваться как средство контроля за массами? Правоохранительные органы еще это не прочухали. Это надо быстро-быстро вводить в практику. Это абсолютно правильно твое замечание. Во-первых, там дистанция была приличная выстрела. Это не из толпы стреляли, судя по всему, откуда-то из-за периметра. Но, конечно же, тотальный контроль над периметром и за периметром с помощью дронов наблюдения, а если надо, то и дронов, которые могут стрелять вообще, в принципе, да, это прямо вот то, что доктор прописал. Это очень резко поднимет возможности правоохранительных органов. Я уже не про частных охранников, а прям про настоящие правоохранительные органы, вот, в частности. Есть программное обеспечение, которое позволяет быстро в толпе определить человека. Но перехваты дронов, с другой стороны, это не является если они будут применять дроны, преступники, да, то их надо иметь личный состав операторов, умеющих перехватывать чужие дроны. И всегда государство в этом смысле будет иметь преимущество перед бандитами. Нет доступа к технологиям. Да. Я думаю, это вот прям должно очень быстро появиться. Пожалуйста, захват, предположим, там заложников.
где-то, на крыше небоскреба или на открытой террасе, там еще где-то. Там прямо вот необходимо это внедрять, потому что захват заложников – это, в первую очередь, фиксация действий преступников. Сколько их, как одеты, там, сколько оружия, случайных людей отсечь. И, в конце концов, указать цели для стрельбы, ну, и там много-много чего еще. Это прям вот сразу надо делать. Я думаю, что вот это подразделения, которые должны очень быстро создаваться во всех странах, крупных, развитых. И ветераны, которые вернутся с войны, операторы дронов, они прям желанные гости вот в таких подразделениях. Международные войны. Ну, первые на очереди, конечно, Польша. И то, что произошло с дронами, которые там были сбиты. 4 дрона было сбито из этих 19, для которых подняли в воздух сверхсовременные истребители. В итоге... Нескольких стран. Тут надо немножко оговориться. Понимаешь? Значит, то, что 19 штук, а их 19 по сообщению Туска, Туск для меня вот сейчас пока Дональд Туск, премьер-министр Польши, является, ну, наиболее информированной фигурой. Да? 19 дронов. То, что они не могли просто так все одновременно сойти с ума и пересечь границу, это однозначно. То есть, надо искать даже рациональное объяснение такому массовому применению, понимаешь? 1-2 дрона залетели, там все понятно, это было и раньше. Мы можем вспомнить, что первые дроны залетали еще в 22 году. В Польше залетал какой-то дрон. В Польше и падали ракеты, и гибли даже люди, трагедия была. Дроны украинские залетали в Хорватию. Вот где Украина, где Хорватия, можете представить, в Румынию. А тут массовый залет. Поэтому мы рассматриваем это сейчас исключительно с военной точки зрения. Вот не с политической. Кто сделал и зачем? С военной. Любой военный, которого он видит с помощью приборов, да, разведки, обнаружения, локаторов, что на него летит 19 дронов, обязан это интерпретировать как атаку. Вот любой военный, не имеет значения. Дальше могут быть вторичные идеи уже, что это просто там проба сил, разведка, еще что-нибудь. Первая мысль – атака. Поэтому он, конечно же, должен поднимать в воздух все самолеты. В ружье все средства ПВО, зенитно-ракетный комплекс и так далее. Это первое. Второе. Смотрим на результаты. Из 19 штук сбито 4. Ну, на сегодняшний день информация такая. Это фиаско. Просто вот фиаско, ничего по-другому не скажешь. Это реальная проверка противовоздушной системы самой передовой страны НАТО на востоке, Польши. Это тебе не Венгрия, веселая страна, а это суровые польские воины, которые очень большие деньги, так сказать, вкладываются в армию. Польша строит вторую армию в Европе, если не первую вообще сейчас. Полная фиаско. Причем им помогали летчики других стран и так далее. Все, вот никак по-другому это не назовешь. Ну, это для нас означает с тобой, что кто-то просто создал ситуацию, в которой всей Европе стало понятно, что не все так благополучно в НАТО. Не все так благополучно. И все, о чем они говорили, о чем там воинственные речи, о том, что можно посылать войска туда, на Украину и так далее, все это сейчас под сомнением. Потому что вот это все недоверие к системе ПВО, которое сейчас родилось из-за этого, оно уже распространяется и на другие виды войск НАТО. А там-то как? Тоже все хорошо или нехорошо, понимаешь? Да, они все упали не спеша, выработали топливо и упали. Картинок много, 18 штук уже там, или обломков, или новых дронов найдено. Они лежат, многие из них тихо, просто на поле, так вот, как самолетики они планируют. И все это фотографии Герберы. Это такая обманка для противовоздушной обороны, обманка для локаторов. Они должны имитировать Герань-2, обманывать операторов. И вот эти Герберы дешевые, ну, прям сразу видно, как они без боевой части все оказались. В них нет взрывчатки, ничего, да. То есть, ну, на тестирование очень похоже. Второй вариант, поскольку Герберы падают на Украине сотнями в неделю, это собранные Герберы, запущенные из Украины. Это второй вариант.
Да. Ну, потому что немедленно украинцы сказали, что вы видите, что творится. И официальные заявления пошли. Давайте-ка сбивайте. Помните, мы вас просили сбивать российские дроны и крылатые ракеты в небе Украины, но натовскими средствами. А вы отказались. Вот вам теперь... Потом дальше пошли заявления о том, что необходимо деньги вложить гораздо больше в украинскую систему противоракетной обороны. О том, что НАТО должно сплотиться. Вообще все это сейчас... Вот... И Европе надо сплотиться, и Польше. Вот как вот эти... Конечно, выгодно в теории. Собственные дроны запустить. Как вот эти вот трагедии в Америке, когда девушку, украинку зарезал темнокожий, да, или вот этого парня, ультраконсерватора застрелили. Их трагедии лично, мгновенно политики стали использовать, чтобы получить какие-то вот свои личные... Ну, не личные, партийные. Ну, да, партийные гешефты, да, вот так скажем, на этом деле. Вот здесь похоже. На этих дронах немедленно стали извлекать из этого факта какие-то выводы делать и настаивать на каких-то своих, так сказать, требованиях, чисто политических. То есть, политически машина тут же совершенно в свой оборот эту ситуацию включила. Были ли это украинцы? Это надо доказывать. Тут так просто не будет. Они летели с территории Беларуси. Ну, естественно, доказательств-то нету. И мы знаем, что Белоруссия, белорусский генеральный штаб объявил, что он предупредил поляков заранее: на вас летят дроны с нашей территории. Они там тоже кого-то сбили у себя. И так они говорят, белорусы, на своей территории. То есть не такая простая ситуация. Угу. Представьте заблудившуюся, сошедшую с ума стаю, которая получила вдруг конкретно какой-то приказ, да, как испытание нового какого-то прибора радиоэлектронной борьбы украинского. Предположим, вот он не просто им мозги сломал, но и каким-то образом запрограммировал, чтобы они летели вот в Польшу. Таким вот образом. Ну, конечно, основная все равно сейчас и у НАТО, и у всего мира основная версия простая, да, то, что целенаправленное обострение ситуации со стороны российского прощупывание. Да, что это может быть? Ну, конечно же, регистрация работы радиолокационных станций ПВО. На каких частотах работает, как они в какой последовательности включаются, где стоят и так далее. Это радиоразведка. Вот. Общее прощупывание реакции машины военной, как она сработает, кто взлетит. Ведь Рютте, генсек НАТО, выступил и сказал: все-таки по результатам сегодняшней ночи мы можем сказать, что мы умеем защищать свою территорию. Ну, не знаю, если ему так хочется сказать, пусть скажет. Из 19 штук 4 сбили. Умеем защищать. Ну, хорошо, пусть Рютте считает так. Вот. С точки зрения сугубо военной, результат провальный. Провальный и для Польши, и для НАТО. Ну, а с другой стороны у нас Израиль. Государство, которое продолжает пользоваться правом сильного, говорить: а что ты мне сделаешь? В данном случае нанесли удары по Катару. Но очень похожая ситуация с Польшей, не похожа, она перекликается, они как бы друг друга зеркально отображают. Конечно, да, Нетаньяху последовательно снижает уровень допустимого. Плинтус все ниже и ниже, можно все больше и больше. Если, допустим, бомбардировка Ирана, это была, они строят атомную бомбу свою там, хорошо. Но Катар это уж совсем нейтрально. Оно не нейтрально, они предоставили убежище Хамасу, там есть штаб-квартира и так далее, все понятно. И тем не менее, это не Иран. Интересно, как был нанесен удар. Они, помнишь, Иран бомбили, когда объявили, что встретимся на следующем этапе переговоров. И иранцы успокоились, значит, ждали следующего этапа и нанесли удар, когда иранцы, так сказать, не ожидали этого, ждали переговоров. Здесь аналогичным образом, значит, Трамп внес какие-то мирные предложения. В Катар приехали, собрались все, значит, эти главари Хамаса для того, чтобы ее обсудить. И израильтяне в этот момент наносят удар. Тоже на переговорах. Прямо один в один все это. Но
говорят, что удар не достиг цели, и якобы они там все остались живы. Делаем паузу. Вот когда они выступят по телевизору, все, кто остался жив, или там где-то на видео покажутся, что рукой помашут, и тогда будем считать, что все у Израиля провалилось, не удалось. Но смотри, как было устроено. Значит, есть 3 маршрута, по которому израильские самолеты могли лететь. 1800 километров минимальный маршрут. Напрямую через Саудовскую Аравию. Тогда американцы, как союзники Саудовской Аравии, и саудовские ПВОшники должны их засечь на своей территории. Американцы обязаны предупредить. Следующий вариант – это, значит, тоже через земли арабские, с той стороны, но и в основной части по Персидскому заливу, или через лежащую пластом Сирию, через лежащий пластом Ирак, который нет никакой ПВО, ни там, ни там. Выход в Средиземное море, выход в Персидский залив, и над водой долететь до Катара и отбомбиться. Перед этим был нанесен удар по Сирии. Об этом мало кто говорит. Где наносились удары опять по остаткам ПВО, и в том числе по радарам, которые вроде бы как уже турки там устанавливали. То есть турки помогают новой власти Ирака строить вооруженные силы, размещают их вот даже уже по турецкому оборудованию, хотя это член НАТО, был нанесен удар, так, по крайней мере, пишут. И после этого что произошло? Скорее всего, они действительно шли через Южную Сирию, эти самолеты израильские. Скорее всего, они действительно через Ирак двигались, а не через Иорданию, потому что в Иордании они все-таки больше вероятность, что кто-то их засечет и предупредит катарцев. Вот, скорее всего, таким образом. Но в этой ситуации мы видим, что Израиль продолжает бомбить Сирию без разговоров, как хочет, и ни с кем не считается. Он вступает в прямое противоречие с крупнейшей армией НАТО, с Турцией, с Эрдоганом, и он наносит удар в решающий момент, когда идут переговоры, обсуждается мирный план Трампа. То есть он вообще никого никак не предупреждал. Но же интересно, в какой ситуации оказался Катар. У него там крупнейшая база американская. По договору она должна предупреждать Катар о всяком воздушном нападении. То есть это часть ПВО Катара. Ни о чем не предупредили. Хотя самолеты эти издалека было видно. То есть, и они пролетали над гражданскими аэропортами и так далее. Все это. В каком положении оказался Катар? И все вообще вот эти арабы залива, монархии, которые привыкли действовать так. Вот мои деньги, я покупаю самое лучшее оружие, а вот мои деньги, я нанимаю ваших специалистов. И оказывается, катарская система ПВО действительно работает под руководством американских специалистов. То есть они могут и не предупредить. Вот это все в совокупности говорит, что вот этот аутсорсинг... Это очень ненадежная штука. Да, абсолютно ненадежная, и ты просто в полной зависимости оказываешься. Но они надеялись, что вот выиграют теперь. Очень похоже. Может быть, теперь они как-то отреагируют на это? Может быть, будут расторгнуты какие-то договоренности. И учить надо своих бойцов. А что делать? И заставлять их там сидеть. Ну, а что делать, если ты в итоге оказываешься в зависимости? Но еще интересно, что вот ситуация зеркальная с Польшей. Такой же точно фиаско ПВО. Как в Польше провал, такой же точно провал произошел в Катаре. ПВО местное показало абсолютную, так сказать, вот, неспособность обнаружить 15 истребителей, больших бомбардировщиков, которые вылетели издалека, из Израиля, летели. Да, они, конечно, сбрасывали бомбы, там, старались, не входя в зону ПВО и ракеты. Это понятно все, так сказать. Но, тем не менее, дистанция достаточная, чтобы их обнаружить. Они проспали все, что можно проспать. Полная фиаско. Вот так. То есть... Когда мы читаем взаимные обвинения украинских и российских блогеров по поводу ПВО друг друга, что
не могут украинцы столько сбить, это все ерунда, что не обращаются. И украинцы то же самое пишут про российскую ПВО. Они, хотя и ругают, но тем не менее эффективность ПВО на театре военных действий российско-украинского очень серьезная по сравнению с тем, что продемонстрировали Катар и НАТО сейчас. Намного выше. В России и на Украине огромное количество прилетов, соответственно, ПВО работает постоянно и просто... научились? Я имею в виду, что просто неожиданно это было слишком. А в России и на Украине всегда ожидается прилет. Как это неожиданно? Когда разговоров о том, что Россия вот-вот нападет на Польшу, вот-вот нападет на НАТО... Разговоры о ожидании настоящих боевых действий. Значит, так, у военных не должно быть слова неожиданность. Понятно. Вообще не должно быть. Вот у тебя есть ПВО, вот ты должен каждый день, так сказать, его тренировать, там все. Нельзя ни в коем случае... В идеальном мире. В принципе, я согласен, что, вообще-то говоря, армия всегда проверяется по-настоящему в бою. Вот ни о какие учения, которые они постоянно там проводят в мирное время, настоящей проверкой не являются. И вот эта ситуация с Катаром и с Польшей – это первая проверка ПВО, НАТО и Катара. Все. Вот таким вот образом. Вот пришло время Че, вот вам испытания, вот ваши результаты. Вот таким вот образом можно это сказать. В принципе, для арабов это еще и очередное подтверждение того, что все-таки воевать надо уметь. И не нанимать иностранных специалистов, так сказать, а и самим что-то пробовать. Они и спортсменов иностранных нанимают, как мы знаем, выкупают олимпийских чемпионов, чтобы они становились их гражданами. Флаг защищали. Да, и выигрывали для них медали. Тоже странно, но делают. Ну вот, есть такой мультфильм советский «Летучий корабль». Там есть герой такой отрицательный, Полкан. И ему спрашивает там героиня: Полкан, а у тебя летучий корабль построить можешь? А он ему что ответил? Куплю. Вот, собственно говоря, все. Наверное, так. Все, что мы сейчас с тобой обсудили, касающееся арабских воинов, это та часть моего убеждения, которую мне мои преподаватели в институте, знаешь, затвердили. Необходима астрономическая экспертиза. Необходимо знать и противников, и союзников, и партнеров, как они себя поведут, что для них допустимо, что недопустимо. Вот история арабо-израильских войн, она такова, что тот, кто ее знает, как себя вели, в общем, арабы, да, вот в этой ситуации, он не удивляется тому, что сейчас произошло с Катаром. Не удивляется. И ошибки в этом смысле, недооценка или переоценка, да, возможностей у партнера или союзника, они делаются постоянно. Вот этой астрономической экспертизы не хватает всем. На наших глазах Трамп совершил катастрофическую ошибку. Он начал давить на восточных лидеров, вот так их назовем, не деспоты, не всенародно избранные президенты, а просто лидеры Китая и Индии, Си и Моди, с тем, чтобы принудить их не покупать российскую нефть. Как он это делал? Публично, громогласно, значит, без уважения. Да не то, что без уважения, что давлением на Востоке достигается очень-очень много. Но это должны быть тайные переговоры. Если ты заставишь человека потерять лицо, все, тебе конец, тебя съедят твои ближние окружения. Это уже не боец. И начнутся интриги и так далее. Тебя могут отравить, съесть, что-нибудь такое сделать. Они больше всего боятся именно вот этого, восточные лидеры, да? Со времен, я не знаю, там, завоевания арабского халифата ничего не меняется в этом смысле. И ни Си, ни Моди не могут допустить такого разговора, даже если бы они хотели. Не покупаем российскую нефть. Мы согласны. Но когда они встречаются с таким, они вынуждены сказать: знаешь что, друг мой, все равно будем покупать. Они обязаны показать себя. Поэтому эти переговоры, они должны были быть тайными. Никто Трампу это не подсказал.
Он мог этого, скорее всего, добиться, по крайней мере, в случае с Индией, это точно. Когда ты встречаешься с человеком другой цивилизации, надо все это принимать во внимание. Вот, например, ты знаешь, что слово «нет» существует в словарях восточных народов, но ответить «нет» собеседнику в ответ на просьбу восточный человек не может. Какой восточный человек? Что такое восточный человек? Начиная от Кавказа и на восток. Все. Все. И индусы, да. и китайцы. Да. Понятно. Вот я с тобой разговариваю и создаю ситуацию, в которой ты должен мне возразить, не возразить, что давай сделаем по-другому, а возразить отказом, сделав нет. Ты не сможешь этого сделать. Ты видишь, как человек краснеет, пыхтит, начинает нервничать, у него поднимается пульс, сердцебиение, он не может сказать «нет» в ответ. Слово «нет» существует для описания других ситуаций. Допустим, солнце восходит на востоке, на западе? Нет, солнце восходит на востоке. Вот такие вещи можно сказать. Но я прошу тебя сделать то-то и то-то, в ответ ты отвечаешь: я, конечно, это сделаю, когда случится вот то-то и то-то другое. То есть в другой ситуации. Прямого отказа нельзя. Поэтому в персидском языке это прямо конструкциями целыми существует. На моих глазах вдохновленные, значит, коммунистические идеи и гигантской индустриальной мощи Советского Союза замполиты в Афганистане пытались давить на афганских офицеров, на совещаниях и так далее. Вот точно так же. И получали вроде бы какие-то удобоваримые результаты. Они все с кислой рожей там соглашались. Да. На самом деле, да, который отвечает нет категорически. Но сейчас это вот таким вот образом аукнулось. Тому, кто забыл давно известные вещи. Получается, с Трампом сейчас общаются европейские лидеры ровно так же. И у него не доходит ума сообразить, что вот... Его также точно хвалят, говорят, какой-то Трамп подарки отправляют. И работает это? Работает, наверное. Я думаю, что работает. Я думаю, Путин это понял раньше, чем они не только все. Путин, это европейцы также точно. Путин начал первый так с ним себя вести, мне кажется. Он помнит донесение Трамп – это восточный человек. Да, Трамп – восточный человек. А у нас со времен... То есть, таким образом, все-таки никакой не восточный человек. Это может быть все-таки скорее часть характера, а никакой не восточный менталитет. Просто есть люди, которые так вот хотят говорить. Трамп – это просто совпадение, да, скажем так. Он себя ведет как восточный человек, потому что у него характер такой. Но, в принципе, западная цивилизация другая. Не такая, как вот Трамп. Вся. Понятно. А Россия в итоге, она понимает, как себя вести? Ты все время говоришь о какой-то там крутой школе, значит, дипломатии Царской русской. империи. Да. Вот в контексте российско-индийских, советско-индийских. Да, преемственность существует. Например, она очевидна совершенно в военно-техническом сотрудничестве с Индией, предположим, сейчас, да, что Россия сразу почувствовала, что можно на противопоставлении с Трампом сыграть, и сама традиция военного сотрудничества Советского Союза очень давняя, совсем давняя. Вооружение, они так устроены, торговля вооружением, что они привязывают не просто армии, но целые куски индустрии и даже народы друг к другу. Например, сотрудничество в области авиации, когда в Индии стоят заводы, которые производили МиГ-21 или специально разработанные для них самолеты. Мой товарищ там работал даже на таком заводе, в джунглях все это стояло. Все это приводит к тому, что ты потом привыкаешь к тактике, которая обусловлена характеристиками этого самолета или этого оружия. Потом ты понимаешь, что этот калибр тебе больше всего подходит, и не надо закупать калибры на стороне другие. Mm-hmm. Все это в конгломерате с большим трудом государства, которое постоянно использует какое-то вооружение одних систем, одной армии, переходит на другие системы. Сейчас мы это наблюдаем конкретно на примере украинской армии, у которой полный зоопарк, и ничего хорошего в этом нет. Ничего хорошего. Унификации нет.
Точно так же, как там не могут они свести в одной армии зенитный комплекс С-400 и самолеты последнего поколения F-35. Они просто рядом не живут. Да? Но точно так же и Индия имеет... Да, вот, например, Уралвагонзавод во время кризиса 90-х годов, он должен был уже закрыться, может быть. Его индийские контракты спасли, там 1500 танков Т-90 там они делали. Ну, в совокупности, за длительный срок, конечно. Все это чрезвычайно отражается в мозгах генералов, политиков и так далее. И как Индия и постоянно проводит политику диверсификации. Они закупают самолеты во Франции, там, в других местах. Тогда не только на Советский Союз они опирались. Были и другие вражды. И свои собственные пытаются развивать. Хотя с переменным успехом, сейчас очень сомнительным. И тем не менее, так сказать, вот у них такие попытки тоже есть. Тем не менее, настолько завязано все, что Путин, хотя и не может сейчас ничего толком туда поставить, все оружие уходит, но украинский театр военных действий все равно имеет преимущество пока вот перед американскими. Главное другое. Если есть очень длинная традиция, даже не дипломатическая, а межгосударственного взаимоотношений по каким-то линиям, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, она связывает, я уже сказал, и индустрии в том числе, и топ-менеджмент, и генералов, и много-много чего еще. Она оставляет свой след в истории. Это не просто вещь, которую можно за одну неделю отменить. Вот сейчас я воюю этим оружием, а через пару месяцев, пожалуй-ка, я на израильское оружие или на американское перейду. Не получится. Так, вот. Единственное, что могу тебе сказать. Это... Вот посмотри, как же в Армении сейчас происходит. Россия из-за того, что все оружие уходит на фронт в Украине, не может выполнить своих обязательств по некоторым контрактам. Стали задумываться. Ну, армяне после того, как потерпели катастрофическое поражение от Алиева, где брать оружие. Вот они заключили контракт с Индией. В Индии разрабатывают свои собственные средства РСЗО, системы залпового огня. Но у него какой-то уникальный калибр, которого больше нигде в мире нет, только вот у индусов. Все. Как только эти ракеты закончатся во время какого-то вооруженного конфликта в Армении, они прямо на поклон поползут к индусам. Они впали в полную зависимость. Хотя 120-миллиметровые снаряды РСЗО российские продаются по всему миру. Ни в Советском Союзе, ни в России. Их можно купить очень-очень много где. Их по лицензии продают. Так же точно, как и натовское оружие натовских калибров. Ты можешь купить. Не покупайте уникальный калибр. Понимаешь? Вот так привязывается одно государство к другому одной простой вещью. А советское, индийско-российское сотрудничество имеет просто очень большую инерцию. И там эти связи, вот эти привязки друг к другу гораздо сильнее. Просто их на поверхности не видно. А когда ты начинаешь залезать в то, что, допустим, там, на каких частотах работают радиостанции, а если самолет с такими-то техническими характеристиками, под него должны быть другие, допустим, там, радиолокаторы или системы, которые обеспечивают полет этих самолетов. Много-много чего. Все вместе. Одно тянет за собой другое. Это система. На этом у нас все сегодня. Спасибо большое, что посмотрели. Будем ждать вас на следующем выпуске. Традиционно приглашаю вас за оперативным комментарием к нам в телеграм-канал. И спасибо всем, кто нас поддерживает на Бусти. До свидания. До свидания.